Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вы давно этого ждали. Похудеть до лета мне не суждено. Я свои 2 платья перешью в одно, а из старых джинсов сошьем подушку. Думаю, что 3 штанов мне как раз хватит. Лето ведь впереди. Сошьем декоративную подушку для летнего отдыха. И в машине под спинку подложить, и на природе посидеть, и на даче пригодится. Для начала пересмотрим все джинсовые остатки. Конечно же, хочется использовать по максимуму, брать большие куски. И еще работаем с плотной джинсовой тканью. Мне надо собрать 2 полотна размером 45 на 45 сантиметров. Просматриваем все приготовленные кусочки. Получились и большие лоскуты, и маленькие обрезки. Ничего не выкидываем. Вы видите, что джинсовая ткань может быть самого разного цвета. Да еще и у изнанки есть свой оттенок. В кулацком хозяйстве и пулемет пригодится. В принципе, все ткани плотные, но в кусочке с карманом основа уж очень тянется, поэтому дополнительно проклеим ее с клеевым флизелином. Девочки, специально останавливаюсь на таких вещах, ведь от этих мелочей потом будет зависеть вид готового изделия. Когда все детали подготовлены, делаем предварительную раскладку. В итоге должны получиться 2 детали. Шов сделаем запашивочный с одной подгибкой. Этого будет достаточно. Сначала сшиваем 2 детали вместе, при этом один край на полсантиметра выступает. Потом детали разворачиваем и делаем второй шов. Когда оба полотнища готовы, их проутюживаем и подравниваем. Видите, как интересно вписались детали с карманами. В принципе, на этом уже можно и остановиться. Шить по периметру и готово. Но у нас же сильный творческий дух. Тем более, что остались мелкие обрезки джинсовой ткани разных цветов. А нас хлебом не корми, дай поработать. Приготовим детали, ромбы и кружочки разного размера, цвета и диаметра. Не обязательно быть художником. Делайте все, как хотите. А вот теперь уже приступим к творчеству. Представим, что этот карман не просто кармашек, а в него воткнут букет летних цветов. У них тонкие гибкие стебли, они немного свисают из этого кармашка вазы. Наметим места для самых крупных цветов. Сразу открываю вам секрет. У нас есть кусочки клеевой паутинки. И все элементы будем закреплять с ее помощью. Если нет под рукой паутинки, то можно взять клей-карандаш или просто булавочки. А уже то, какой рисунок вы сделаете, полностью зависит от вашей фантазии. Я даю вам идею. Зафиксируем все элементы этой аппликации с помощью горячего утюга с паром. Все проутюживаем через влажную марлю. Для дальнейшей работы нам понадобятся яркие катушечные нитки. Понимаю, что на вкус и цвет товарищей нет. Мне захотелось добавить цвета. Вы можете сделать просто монохром цвета джинс. Начать можно с любого элемента, но сейчас заправим нитки зеленого цвета и ими прошьем листочки. Сначала центральные крупные жилки, потом мелкие. Шов самый простой, прямой. Лапка обычная. Строчку делаю прямым и обратным ходом.
Конечно, при желании все элементы можно прошить по краю зигзагом или какой-нибудь другой декоративной строчкой. Смотрите и фантазируйте сами. Это ведь творчество. Слава богу, на него еще не придумали ГОСТы и стандарты. Это не производство. Каждый мастер решает и делает все так, как ему позволяют его знания и возможности швейной машинки. Понятно ведь, что бытовой швейной машинке будет сложно пробить несколько слоев ткани. Промышленная легко совсем справится, а на бытовой шов может уйти в сторону. Когда прошили все листики, поменяем цвет ниток и приступим к работе над цветочками. Мне не хочется делать никакой сложный дизайн. Представим, что это рисунок ребенка, который просто каляка-маляка изображает цветы. Сначала красные лепестки, а потом уже ярко-желтые серединки. Конечно же, можно проявить фантазию, не полениться и вышивку сделать вручную, любым швом. Можно тамбурным, можно французскими узелками. Не ограничивайте себя. Можно добавить еще пайеток. Пригласите меня в ресторан. Я надену все лучшее сразу. Когда мы довольны полученным результатом, можно уже приступать к окончательной сборке. Сложим вместе, лицом к лицу, обе заготовки и прошьем их по периметру, оставляя отверстия для уворачивания. Получается довольно интересная наволочка с карманами. Остается только ее туго набить наполнителем и зашить оставшиеся отверстия. И все. Можно радоваться новой подушке и наслаждаться результатом. Если планируете использовать ее как диванную, то в кармашке можно хранить пульт от телевизора. А если будете держать в автомобиле, то можно положить мелочи, необходимые в дороге, да хотя бы бумажные платочки и леденцы от укачивания. Стирать такую подушку очень просто. Она вся целиком входит в барабан стиральной машины.
Всем желаю приятного творчества, любви в сердце и вдохновения. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!